Ответ ждем от тебя по вопросу, а не лайк. Короче, пытался найти вопрос, кто меня спрашивал про XRP недавно. Чё, XRP столько лет выдерживает эти позиции, ниже десятки не уходит, я имею в виду по рангу. На сегодняшний день циркуляция 52%, а максимальное получается предложение 99 миллиардов монет, рыночная капитализация 27 миллиардов. Вот, XRP наглядно показывает пример прошлого, что изначально она выскочила, старт у нее был по доллару 49 центов, затем она провалилась на дно в 92%, и затем отскочила на прежнюю практически свою стоимость, даже чуть больше, с зазорчиком, маленьким, небольшим, но приятным, на 1 доллар 93 цента. Ну и грубо со дна здесь 17 иксов, 34%. Сейчас портфель, который затаренный, таких монет много, новенькие. Пусть они даже где-то на дне, но потенциал у них есть очень хороший, там на 20, 30, 40, 50 иксов. При инвестиции в 100 баксов это 1700 долларов. Куда же может XRP вылететь с сегодняшней точки? Даже если просто на прежнюю, это 2 икса 79%. Если мы в этом цикле все-таки делаем маленький такой перехай, маленький зазорчик, это 4 икса 3%. С сегодняшней точки. Но цена задралась вместе с битком, но не вижу смысла сейчас ее, допустим, подбирать. Будет еще возможность подобрать. Не нужно прям жадничать и ставить ставку чисто на XRP сейчас. Ордер по битку сработал, по шибе у нас здесь пока в минусах, но на 13 получается процентов. Но шиба, как говорится, будет немножко запаздывать, биток отскочит, шиба за ним может повторить движение. Откроем биткоин, значит, так, мы где-то были, ну грубо на 29 где-то был открыт ордер, и он сработал. Где его найти? Так, закрытые позиции смотрим, PNL, так, 7 долларов, точка 9 центов. При инвестиции, я что-то там рисковал 11 баксами. Один из портфелей открытых, который так распределился, тут в этом портфеле 11 монет, и каждый портфель будет в принципе похожим образом распределяться, но конечно же, если будут в них адекватные монетки, которые будут нести определенную пользу, и в них будут сидеть хотя бы фонды, это хоть как-то обезопасит дальнейшее плавание, так как есть протекция и верховнокомандующие, которые заключили с этим проектом определенный договор, соглашение и условия. ШИБ на сегодняшний день занимает в этом портфеле 5-ю строчку, просел, но все равно есть незафиксированный профит на 29 долларов. PAGX 8 иксов 71 доллар. То есть 800 долларов плюсом на одной из монетки прилетели. Но опять же, это не зафиксированный профит. Просто вот смотрим, наблюдаем долгосрочное плавание, как бы вышли. И также, несмотря на то, что вот есть монетки, которые действительно хорошо просели, но они еще сильнее начинают проседать. Вот если посмотрим при инвестиции в Anchor Protocol, монетка ушла на 66 долларов в минус. Это, соответственно, минус 66% от той точки, по которой мы зашли. До этого тоже совершал открытие на небольшие суммы. Ну, соответственно, где-то цена уходила не по той заданной траектории, как мне казалось. И здесь терпел поражение там, в 1 доллар, доллар 20. В целом здесь в трейдинге, как получается, 1 к 1. Не совсем профитно. Офигенно, когда 1 к 50, да, вот нормальный такой вот, 1 к 10, 1 к 5. Ну и вот как раз просто инвестируя в монетки, такой выхлоп куда более привлекательный. Ну, конечно же, по XRP давай сделаем долгосрочное видение, как я вижу и куда, в принципе, с таким развитием, как сегодня, на сегодняшний день, куда монетка может прийти, и через 5-10 лет, куда монетка может улететь, да. Не буду задирать до 10 тысяч иксов, остановлюсь на тех направляющих, которые есть. И опять же тут, вот если смотрим сейчас, тут так, 24 год, фрактал, в принципе, примерные 10 лет, может 7, но пусть будет 10. Монет, если удается развиваться, снять с себя все вот эти терки, которые происходят, это опять же дополнительный вроде бы хайп, но тем не менее цена особо как-то далеко, глубоко не просела почему-то. Почему? Странно, да? Монета, когда достигает 2000 баксов через 10 лет, то в портфеле может быть 378 иксов, 45%. 378 при инвестиции 100 долларов это 37 800. 10 лет, да. То есть вывод какой делаем? Те монетки, которые уже достигли своего пика,
прям на них ждать вот таких огромных иксов в краткосрочный период нет смысла ждать. Но есть список новеньких, которые довольно недавно пришли и у которых есть большие потенциалы и возможности, в которых сидят фонды, и можешь, получается, взять этот список, сам его самостоятельно изучить. Ну и фокус рекомендую, конечно же, не на ту, которая уже стрельнула, такая как Agix, которая взяла и перекрыла вот на сегодняшний день, если фиксировать ее, она перекрывает 8 монет сразу. А прошло буквально 3-4 месяца с того момента, когда создали эту таблицу. Также есть инструкция, как пользоваться децентрализованным кошельком, поэтому все это в описании, можешь брать, пользоваться. По Шибе мы видим вот таких два офигенных фрактала, которые говорят нам о покупках, то есть вот здесь набирают позицию, как и там набирали позицию. Ну и соответственно, кто не болен хайпом и готов набирать позицию там, где меньшинство, где набирают позицию, тот потом, соответственно, летит. Кто любит бегать за трендами, за хайпами, тот, соответственно, помогает другим наполнять их портфель, ну и помогать разгружать другим об себя. Шиба сама по себе постов очень мало делает. Казалось бы, на рынке она зарегистрирована в 2021 году, а твитов всего 787. Твиты происходят только по делу. Это круто. Я как будто не выспался, что ли. Еще бы подремал немного. Цепляйся за канал, если ты его в первый раз видишь. Если он тебе не откликается, проходи просто мимо. Так будет лучше для тебя и для меня. Плюс к этому приходи на долгосрочное обучение внутри команды, где мы прокачиваем твою психологию, твой портфель от 50 до 1000. Благодарю за лайк, благодарю за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео. И до новых встреч.